часть мы уже проговорили, разбирать не будем, это полная картинка того, что произошло в течение месяца. А внизу мы видим, друзья, экселевские данные, табличка, но здесь уже период сравнения, естественно, июнь 2026 год с июнем. Здесь я прошу прощения, я не исправил просто этот самый, как он называется, данные, но это соответствует действительности, то есть это июнь 2025 года. Торопился, не исправил, извините. Итак, в гривне курс Национального банка, вот есть, да, есть цифры в гривнах. Ну, на самом деле, напомню вам, вторичный рынок – это класс социальное жилье, здесь все продается в долларах. Итак, среднее арифметическое число. Мы видим, что, друзья, 692 доллара за квадратный метр, июнь 2026 год. Что было в июне 2025 года? Здесь забыл поменять цифру, извините. 690 долларов за квадратный метр. Итого мы видим, что в течение одного года динамика роста незначительна по всему региону, плюс 0,26%. То есть индекс положительный, единичка, запятая 0,03. Друзья, немного саморекламы. Расскажу вам, что такое индекс. Индекс – это макроэкономический показатель, который характеризует, как меняется стоимость квадратного метра в целом регионе в течение одного года. На примере 692, показываю, как надо его считать. Делим на 690, получаем вот эту динамику положительного роста незначительную, 0,26%, или же положительный индекс единичка 0,03. Друзья, меня смотрят, я знаю, фокус-группа людей, которые работают в финансовых учреждениях, это управление по рискам или риск-менеджменту. Данные специалисты знают хорошо, как меняется стоимость денег во времени, а я один из немногих знаю, как меняется стоимость недвижимости во времени. Синергия наших знаний совместная, в общем-то, поможет и в вашем сложном бизнесе, и мне заниматься наукой и развиваться дальше также компанией Alim Consulting. Для того, чтобы меня найти, Вайбер, телефончик можете в описании канала есть. Созвонимся, спишемся, составим техническое задание и под всю недвижимость, которая находится в кредитном портфеле вашего банка, под которую ваше финансовое учреждение выдало какие-то финансовые средства. Я и компания Alim Consulting будем делать ежеквартально, мы это делаем ежеквартально, делать исследования, где вы будете видеть, как меняется стоимость недвижимости, под которую ваше финансовое учреждение выдало финансовые какие-то средства. То есть это очень для вас архиважно, чтобы учитывать, опять же, риски, которые присутствуют в вашем бизнесе. Итак, друзья, звоните, узнаете, можете, кто такой Андрей Гусельников, компания Alim Consulting. Кстати, искусственный интеллект вполне корректно дает информацию обо мне. Я сам, так сказать, был удивлен, перечитал несколько раз, ничего не соврал. Ну, понятно, что статьи, которые я писал, обо мне писали, все это как бы собирается и просто выдается это как по факту, если у человека те или иные компетенции, о которых он заявляет. Поэтому плюс можете узнать у своих друзей, которые работают также в банках, по поводу меня и компании Alim Consulting. У нас уже большой, так сказать, есть портфолио, где мы реально очень с большими клиентами работали, и в принципе это все банки перечислять нет смысла. Я думаю, что если захочете, найдете. Итак, друзья, теперь переходим к чему? К прогнозам. Мы подвели итоги, и давайте будем на эту табличку смотреть, которая внизу. Видим то, что по факту незначительная динамика роста 0,26%. Друзья, и все-таки я предполагаю, используя своих, давайте сейчас, как она называется, нет, пускай будет, используя в своих исследованиях методологию научную, применяя метод многофакторного анализа, где уже смотрю, что происходит в том или ином регионе. Это есть показатели в открытом доступе, называется внутренний валовый региональный продукт. Как по городу Киеву есть, как по Винницкой области, как по Житомирской, Черкасской и Крапивницкой, естественно. И вот с учетом того, что рынок недвижимости является сегментом экономики того или иного региона, мы просто смотрим, что происходит с индексами, которые характеризуют развитие экономики. И если там, друзья, все достаточно плохо, то, скорее всего, такая же ситуация будет на рынке недвижимости.
исходя из этого, я предполагаю, друзья, ну это очень кратко, да, предполагаю, что все-таки город Киев до конца года покажет нам снижение стоимости по где-то, наверное, по 0,5% каждый месяц. Ну, то есть в районе, возможно, 2,5% снижения будет до конца года, друзья. До конца года осталось еще 6 месяцев. Город Винница, друзья, здесь все-таки динамика роста будет продолжаться, незначительная. При этом могут быть колебательные какие-то процессы. Я думаю, что рост будет до 1% в годовом измерении до конца года. Город Житомир, с учетом того, что он последний, не последний, а с января месяца по апрель показывал динамику снижения, сейчас показывает, я думаю, что все-таки эта динамика будет продолжаться. То есть где-то тоже минус 2% в годовом измерении мы увидим по Житомиру. Город Черкасы, уверен, что небольшая динамика роста будет, где-то плюс тоже 2% возможно в годовом измерении. И город Крапивницкий, здесь все-таки будет динамика снижения. Почему? Потому что это город или Кировоградская область, она наиболее удаленная от центра. Ну, вы видите даже вот по карте, ближе к северо-восточной части или Донецко-Приднепровскому региону, откуда идет война. Здесь будет снижение где-то может 1,5%. И в целом мы по региону, друзья, увидим где-то снижение может быть 1,5% в целом, если посчитаем все здесь. То есть вот такие вот несложная такая вот прикладная математика, друзья. Ну а теперь с учетом того, что я рассказал о том, что было в течение года, то есть ретроспективу показал вам, что на сегодняшний день происходит на рынке жилой недвижимости. Не случайно мой канал называется «Погода рынка недвижимости». То есть я фиксирую эту погоду каждый день, естественно, каждый месяц. И даже попытался предположить, что будет до конца года. Пришло время, друзья, прощаться. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, дизлайки данному видео. Помните, что я ваш скромный слуга и компания Олимп Консалтинг готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен, станут для вас компасом, ну или как минимум путеводной картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.